Наше общество несправедливо и неправильно. Неравенство доходов приобрело ужасающие масштабы. Половина всех денежных ресурсов в России сосредоточены у 1% сверхбогатого населения. Избранные и назначенные государственные слуги народа давно забыли, что являются слугами, сосредоточены на собственном обогащении и обслуживании класса господ. Упадок и недостаточное финансирование заметно во многих отраслях – промышленности, аграрном комплексе, в образовании, здравоохранении, культуре и жилищно-коммунальном хозяйстве. Правящая элита живет словно в параллельном измерении. Подавляющему большинству российских граждан приходится с этим мириться. А нужно ли мириться? И должна ли существовать система, в которой очень хорошо живет лишь 1% граждан, а остальные вынуждены выживать? 30 лет капитализм формировался на молчаливом согласии народа. Создавались огромные структуры ширмы с кивающими болванчиками, единственными задачами которых было беспрекословное согласие с решениями господ и имитация живого гражданского общества. Редкие несогласные карались, теряли работу, объявлялись городскими сумасшедшими, смешивались с грязью. Огромные деньги и по сей день продолжают тратиться на создание иллюзии счастливого народа, цветущих городов и развивающихся отраслей. Вызовы настоящего внезапно обнажили под яркими фантиками и вывесками демократии, гласности и права пугающую жадность, злобу и разруху. Мы не должны отдать такое наследие нашим детям и внукам. Мы не имеем на это права. Настало время сказать свое народное слово. Необходимо начинать с малого, с человека, его возможностей и его активности, с объединения рабочих людей в группы, в движения, в организации. Низовых организаций и организованных коллективов независимых граждан сейчас мало. Чтобы пробудить угнетенных и вовлечь массы в идею кардинального переустройства общества, их должны быть десятки тысяч. Маленьких борющихся ячеек соратников. Нужна культура солидарности и чувство товарищеского плеча. Необходимо умение самоорганизовываться и действовать, исходя из доступных законных инструментов, создавая материальную, идейную, кадровую и финансовую базу для будущих прогрессивных преобразований. Реальное объединение граждан возможно только на реальных делах, а настоящая народная партия возможна только на реальных ячейках. По сути, главная стратегическая цель гражданских объединений – подготовка условий для появления этой партии. Она не должна и не будет участвовать в избирательном процессе. Но именно эта партия соберет все ячейки, советы, профсоюзы и объединения воедино, став сетью с единым руководящим органом и силой превыше любых марионеточных буржуазных партий. И сегодня студия «Думай сам, думай сейчас» начинает работу по освещению практикоориентированной стратегии, отвечающую на вопрос «Что делать сейчас?». Вы можете объединиться как на временной, так и на постоянной основе, чтобы посвятить свою жизнь важному делу – настоящему изменению общества. Примеров успешной гражданской самоорганизации много. Известны такие каналы, как Ямал-Драйв, контролирующий сотрудников ГИБДД, Сталинский букварь, распространяющий социалистическую и коммунистическую литературу, объединение многодетных родителей Тюмени, которые поменяли регламент отношения к малоимущим, общественная организация «Тюмень за достойную жизнь» и многие другие. Их опыт и ошибки необходимо изучать и учитывать в своей деятельности. Вы можете создать некоммерческую организацию. Это может быть общественное объединение с регистрацией или без регистрации, фонд, общественное движение, некоммерческое партнерство, ассоциации и союзы, товарищество собственников жилья, садовые некоммерческие товарищества, территориальное общественное самоуправление или советы многоквартирных домов. В небольших населенных пунктах вы можете организовывать народные сходы. В этих объединениях вы можете заниматься защитой прав, законных интересов граждан и организаций, разрешать споры и конфликты и стремиться к любым целям, направленным на достижение общественных благ. Огромный фронт работы. Можно реализовывать гражданские инициативы в виде проектов или акций. Можно заниматься социалистической агитацией и пропагандой. Можно объединяться для общения с властью через инструменты гражданского общественного контроля. Каждая создаваемая организация хороша для своей отрасли и своего дела, но все они дают народу законное право объединяться, чтобы через 30 лет тотального разобщения снова услышать друг друга и почувствовать реальную силу совместной работы. Мы остановимся на гражданской самоорганизации для проведения гражданского контроля и постараемся показать универсальный практический алгоритм взаимодействия с органами буржуазной власти, эффективный и наиболее безопасный для народных активистов в настоящее время.
Эти элементы алгоритма можно использовать и в других направлениях гражданского противостояния. Право на гражданский контроль определяется следующими статьями Конституции Российской Федерации. Статья 24, пункт 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Статья 32, пункт 1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. А также пунктом 1 статьи 3 Федерального закона об основах общественного контроля в Российской Федерации. Граждане Российской Федерации вправе участвовать в осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. Любые действия простых граждан в нашей стране определяются, подкрепляются и защищаются законодательной базой. Естественно, ее необходимо знать и действовать в соответствии с ней. Никто не сможет защитить вас, если ваши действия прямо противозаконны. Вот центральный алгоритм гражданской самоорганизации на примере проведения общественного контроля. Шаг 1. В чем проблема? Определение существующей проблемы. 2. С кем решать? Коммуникации и поиск соратников. 3. Как защититься? Организация безопасности участников. 4. Кто виноват? Определение ответственных за проблему. Поиск ответственных организаций и лиц за действие или бездействие по отношению к проблеме. 5. Что они нарушили? Анализ законодательных актов, регламентирующих действия ответственных лиц по решению проблемы. 6. Кто расскажет об этом? Привлечение сторонних организаций, объединений и средств массовой информации для решения проблемы. 7. Что делать? Организация документооборота и взаимодействие с органами власти. Этот алгоритм вам и нужно использовать. Наша страна богата проблемами, которые еще не получили своего решения. Все вы помните историю нижегородца, поздравившего дорожную яму с 30-летним юбилеем. Некоторые из проблем специально умалчиваются, решение других постоянно переносится, третьих вуалируется и замыливается. Например, размер зарплат и выплат депутатов региональных парламентов. А вы знаете, сколько получают ваши депутаты и региональные руководители? Есть за что? Гражданский контроль – это непросто, но его результаты меняют и ваше окружение, и качество вашей жизни. 1. Осмотритесь вокруг. Найдите проблему, которая вас волнует, над решением которой вы готовы работать. Сфера, в которой вы обнаружили проблему, может быть любой, но рекомендуется начинать с небольших масштабов. Со своего населенного пункта, своей школы, улицы или дома. Это может быть цены за ЖКХ, качество детского питания в детских садах и школах, разбитые, опять же, дороги, недостаточное освещение домов в вечернее время, экологические вопросы или мусорная реформа. То, что можно изменить на уровне местных законов или решений местного главы, но высокие господа их почему-то не решают. 2. Переговорите со своим ближайшим окружением, друзьями, родными, сослуживцами, соберите их мнение о проблеме. Опишите проблему, предложите свое решение, уточните, готовы ли они помочь вам в ее решении. Желательно, чтобы проблема касалась и тех, кому вы предлагаете ее решать. Продолжайте говорить о проблеме с людьми, пока не соберете как можно больше соратников для ее решения. Не давите на людей, уважайте их мнение, даже если оно кажется вам противоположным вашим убеждениям. Аргументируйте свою позицию уверенно, четко и спокойно. Не ругайтесь и не обвиняйте других в безразличии. Не отчаивайтесь и не обижайтесь при отказе. Не пытайтесь вовлечь всех и сразу в строительство лучшего общества. За 30 лет у большого числа людей сформировалось мелкобуржуазное и идеалистическое мышление, а коммунистические термины чаще всего воспринимаются как вредный и опасный пережиток прошлого. Классовое сознание простых людей просыпается только в борьбе, даже если эта борьба не с системой, а с небольшой ее частью. Сосредоточьте внимание соратников именно на проблеме и предложите пути решения. Оформите пост или опрос с описанием проблемы на своей странице в социальных сетях, попросите друзей его распространить, соберите мнение людей, познакомьтесь с авторами самых конструктивных предложений. Уточняйте политические взгляды своих соратников в ходе взаимодействия, а осторожную социалистическую агитацию начинайте только после ощутимых результатов и побед вашей ячейки. К вашей политической агитации начнут прислушиваться куда больше после того, как признают вас человеком дела. После сбора соратников крайне важно объяснить людям, что ответственность за решение проблемы общая, как и возможные вызовы, как и достигнутый результат. Очень важно не решать проблему самому,
а максимально вовлечь людей в выработку совместных решений и помочь им организоваться для совместных действий. Один в поле не воин. Ваше единство – главный инструмент исправления несправедливого общества и вредных властных решений. Настоящие соратники не ссорятся, а ищут истину, не перекладывают ответственность, а делают то, что могут, и подчиняются только одному – решению проблемы при сохранении общей безопасности. Третье. Активное народное участие в государственных процессах сегодня – это что-то неожиданное и новое для властных структур. Люди в этих структурах не понимают и боятся такого формата. Ведь народ так много лет молчал и был согласным. Они активно противодействуют на местах, вставляют палки в колеса, особенно по решению проблем, которые годами замалчивались и прятались от гражданского общества. Единичные герои, боровшиеся за свои права, выработали у наиболее бессовестных представителей госструктур целый комплекс эффективных стратегий противодействия изменениям. С чем-то вы можете встретиться и должны быть к этому готовы. Первое. Затягивание. Служебной переписки, встреч, действий. Второе. Бесконечное перенаправление вашего обращения. От структуры к структуре, от начальников к специалистам, от специалистов к другим специалистам. Третье. Избегание встреч. Четвертое. Служебные отписки и юридическое запутывание. Пятое. Молчание, когда направленные обращения просто игнорируются. Шестое. Перенос. Извещение, что решение проблемы запланировано на следующий год, будет внесено в бюджет на другой период и так далее. Вплоть до активных действий, типа 7 пункта. Предложение отказаться от решения проблемы взамен на определенные преференции. Трудоустройство в ведомство, решение других проблем, помощь в личных делах, взятки и откаты, включение в мертвые общественные советы при ведомстве. 8. Силовое давление. Увольнение с места работы, фейки в СМИ, административное или уголовное преследование по сфабрикованным делам. Необходимо заранее продумывать определенные правила безопасности. Вот некоторые рекомендации. Первое. Не назначайте в вашем объединении главное или ответственное лицо. Откажитесь от понятия главного вообще. Максимально размывайте ответственность между всеми. Изучите принципы горизонтального управления и опыт проектных групп. Вы подчиняетесь не человеку, а целям, задачам и операциям, которые разрабатываете совместно. Второе. Не присутствуйте на деловых встречах в одиночку. Старайтесь направлять каждый раз новых делегатов от вашей ячейки. Третье. Не соглашайтесь на деловые обеды в ресторанах. Не принимайте у чиновников подарков, сувениров или материальных ценностей. Четвертое. В ячейке предполагается несколько базовых ролей. Условно спикер, способный озвучивать позицию и ценности ячейки на деловых встречах, секретарь, способный подготовить и направить служебное письмо, написать статью и опубликовать ее в сети, инспекторы, способные провести проверку лично на месте проблемы. Идеально иметь в ячейке юриста и ресурсников, готовых обеспечить ячейку местом для встреч, инвентарем или оборудованием. Вне ячейки желательно иметь распространителей, способных к массовому репостингу, и финансовых помощников. Не принимайте в ячейку непроверенных граждан, особенно когда этап гражданского контроля уже начат. Пятое. Организуйте внутреннее базовое обучение между соратниками. Стремитесь к тому, чтобы каждый в вашей ячейке мог самостоятельно подготовить письмо, принять участие во встрече, распределить ресурсы, знать юридические тонкости и прочее. Шестое. Любая форма общения с чиновниками или с посторонними лицами, заинтересованными в вопросе, фиксируется и сохраняется в облачных хранилищах. Письменная переписка, а также личные встречи в аудио- или видеоформатах. Седьмое. Представителям власти относитесь с максимально напускным уважением. Используйте выражения типа «мы хотим сделать нашу страну, город, область, район, дом лучше», «мы хотим вам помочь», «давайте решим эту задачу вместе», «мы же все с одного города, области, района, страны» и так далее. Восьмое. Закройте все ваши социальные сети. Используйте новую почту для служебной переписки с ведомством. Каждый документ переносите с почты в сторонние облачные хранилища. Девятое. Ни в коем случае не используйте в своей работе негативных публичных призывов. Они могут быть истолкованы как экстремистские или как дискредитирующие власть. Десятое. На время гражданского контроля, да и в целом, не совершайте действия, которые могут скомпрометировать вас или ваших соратников. Вспомните, есть ли такие действия в прошлом, и заранее продумайте линию своей защиты. На время гражданского контроля эмоции гнева, обвинения, угрозы и оскорбления во взаимодействии с ведомством недопустимы. Не реагируйте на любые возможные провокации. Говорите твердо, уверенно, даже если вас пытаются прервать или вывести на эмоции. 12. Воспринимайте все как маскарад.
Часть из них прячут темные дела и подлые души под маской законности. Вы срываете их маски под маской понимания и сопереживающего патриотичного участия. Несомненно, какие-то из представленных мер могут оказаться излишними, но, к сожалению, случается и так, что за решением вашей небольшой с виду проблемы скрыты систематические многомиллионные хищения. Крайне важно правильно понять, кто несет ответственность за решение проблемы. Для этого можно изучить структуру органов власти, желательно руководящие и уставные документы ведомства, при возможности должностные инструкции специалистов. Есть важное ограничение. Гражданский контроль возможен только по отношению к организациям и ведомствам, имеющим отдельные публичные полномочия. Если вы выберете проблему, ответственность за которую несет Министерство обороны или Министерство внутренних дел, возможность контроля вам предоставлена не будет. С такими ведомствами работать придется только через общественные советы при них. Попробуйте выяснить, чьи действия или бездействия привели к появлению проблемы. Чем точнее вы сможете определить виновных или ответственных, тем осмысленнее будет ваше дальнейшее взаимодействие, и тем меньше вероятность того, что вас обманут или запутают. Гражданский контроль – это всегда погружение в вопрос. Вы изучите и поймете не только проблему и истоки ее появления, но и алгоритмы работы сотрудников, начальников и ведомств в целом, что в последующем позволит решать проблемы в этой сфере быстрее и эффективнее. А в самом ведомстве вы и соратники станете настоящей народной грозой, вычищающей грязь и подлость из нашей Родины. 5. Закон – это воля правящего класса, возведенная в ранг обязательного исполнения. И для правящего класса эти законы зачастую не так суровы, как для простых людей. Хорошим примером служит коррупция. В капиталистическом обществе коррупция – атрибут неотъемлемый. Это подкормка правящим классом ключевых чиновников через бюджетные средства, о которых народ не знает или не контролирует. Все мы часто слышим о фактах коррупции и открытии уголовных дел среди продажных чинуш самого высокого ранга. На деле либо чиновники становятся жертвами подковерных игр правящего класса, либо становятся козлами отпущения в тех случаях, когда взорвались настолько, что нарушили корпоративный маскарад честных блюстителей закона, и когда это стало известно общественности. Поэтому власть правящего класса всячески избегает возможности публичного уличения ее в фактах серьезного неисполнения собственного закона. Помните, при осуществлении гражданского общественного контроля огласка ваших действий должна быть максимальной. Определите сообщества, блогеров и популярные каналы, которые могут помочь вам в распространении информации о проводимых мероприятиях. Определите организации и объединения, которые могут оказать вам ресурсную, информационную или финансовую поддержку. Примеры народной борьбы и гражданского контроля с большой вероятностью распространят марксистские сообщества вашего населенного пункта. Ищите их в вашем городе, знакомьтесь и активно взаимодействуйте. Мы представим вам лишь несколько из них. Обращаем ваше внимание, что гражданский контроль сегодня тесно переплетается с общественным контролем, закон о котором был указан в начале. Там субъектом общественного контроля является не гражданин, а общественная палата области или города, представляющая интересы граждан. Высок риск, что ведомство перенаправит вас именно в общественную палату. Предупреждаем, во многих регионах этот орган является провластной ширмой и имеет одну цель – гасить народное волнение, подменяя решение народных проблем на нейтральные, неопасные для власти мероприятия. Позаботьтесь о параллельном взаимодействии и с ней. Дублируйте всю исходящую от вас документацию на ОП. Но требуйте от палаты всех предписанных законом процедур. Любое взаимодействие с палатой также фиксирует. Бездействие общественной палаты должно максимально освещаться через СМИ. 6 пункт. Важно! В некоторых властных структурах на протяжении 30 лет наблюдается отрицательный отбор. Хорошие, честные чиновники встречаются далеко не всегда. Многие из них выдавливаются из системы, либо перестраиваются под ее нужды. А нужды эти – диктатура капитала, власть и насыщение богатых людей, обеспечение их интересов под принципом «урвать как можно больше». Будьте готовы работать с лицемерными, бесчувственными и прагматичными представителями государственной машины. Не питайте иллюзий на их счет. Любой практический этап начинается с подготовки официальных писем. Там обязательно указывается наименование ведомства, фамилия, имя, отчество и должность директора, а также своя фамилия, имя, отчество и адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ. Описывается суть проблемы. Рекомендуется внести и выдержки из закона, регламентирующие решение проблемы этим ведомством. Ваши требования о встрече, об устранении проблемы или ином, ставится личная подпись и дата. Вам необходимо вести строгий учет всех переписок.
дату отправления, название письма или его краткую характеристику, подписанта и дату регистрации письма в ведомстве. Для этого в течение 3 дней с ведомством необходимо созвониться. То же самое для входящих писем. Для этого хорошо подходят инструменты личного органайзинга типа бесплатных сайтов Trello или YouGile. В течение 30 дней с момента регистрации вашего письма в ведомстве вы должны получить ответ. На этом этапе нужно запастись терпением. Вы можете получать письма отписки, письма перенаправления, можете не получать ничего. В этом случае вы направляете повторное письмо с указанием факта оставленного без ответа письма. Если ситуация повторяется, следующее письмо отправляется в вышестоящую инстанцию. Храните корреспонденцию и накапливайте материал. В дальнейшем он станет либо разгромным инфоповодом, либо доказательством в уголовном деле. В случае получения отписки направляйте новое письмо выше по инстанции, вплоть до президента. Никогда не направляйте одинаковые по тексту повторные письма. Меняйте слова и предложения местами, не меняя сути. Указывайте нового подписанта. Этап переписки обычно занимает от полугода, после чего следует активная фаза. Вас приглашают в ведомство на служебную встречу. Чаще всего это происходит в случае, если вашу проблему ведомство в данный момент решить не способно. Тогда вам будут пообещаны другие сроки, рассказано про тяжелые времена и нехватку ресурсов или предложены коррупционные преференции. Нужно быть участливым, понимающим, позитивным и не соглашаться ни на что, кроме немедленного решения самой проблемы. Если на этом этапе они не смогут вас прогнуть, то, скорее всего, проблема будет решена. Либо вы просто повторите алгоритм до ее решения. Вместе с тем, на втором круге вы можете составлять открытые письма, записывать и публиковать открытые обращения к губернатору или президенту, направлять собранные материалы в средства массовой информации, следственные комитеты или в прокуратуру. Не стесняйтесь отправлять в прокуратуру, МВД и другие надзорные органы свои подозрения о преступлениях, самоуправстве, преступной халатности и так далее. Важна также массовость рассылки. Чем больше людей пишет и получает письма, тем лучше. Как говорят юристы, лучше одного заявления, может быть только 2 заявления. Делайте максимальную публичную огласку отказов власти от решения проблемы на любом этапе. Помните, огласка – лучшее оружие против бюрократического маскарада. Да, гражданские активисты, чувствуя определенный вакуум со стороны власти, часто опускают руки. Да, в сетях множество пессимистичных блогеров, кричащих, что гражданская самоорганизация ничего не изменит, что этот путь тупиковый. Но холопы мы или граждане? Имеем ли право требовать от власти лучших условий? Имеем. И представьте, что ячеек, подобной вашей, сотни тысяч по всей стране. Сотни тысяч открытых обращений в интернете, в газетах и средствах массовой информации. Сотни тысяч обращений в прокуратуры и суды. А вдруг именно ваша победившая ячейка и станет искрой и примером для активности остальных? Мы, как материалисты, не питаем иллюзий. Капитализм с коррупцией этим можно приструнить, а не искоренить. Но наша задача не улучшить капитализм. Алгоритм – первый небольшой шажок к истинному народовластию. И это огромный шаг именно в коллективном строительстве и будущем движении. Вы можете испортить репутацию взорвавшихся чинуш, усложнить жизнь социальным паразитам, выстроить крепкие коллективы, готовые представить в состав будущей партии сильных лидеров и идейных коммунистических агитаторов, способных анализировать ситуацию и принимать быстрые, эффективные решения. Но главное, вы увидите, как много может сделать группа простых людей в своем доме, на своей работе, в своем городе и в своей области. Осознаете силу своего класса и снова обретете свое классовое сознание. Тысячи дисциплинированных гражданских самоорганизаций станут первым ключевым условием для возникновения рабочего авангарда России. Второе условие – сильное независимое профсоюзное движение. Если гражданские самоорганизации оказывают серьезное давление на буржуазное государство и формируют массовую культуру борьбы, то профсоюзная активность – это удар по самому капитализму. Капитализм – это тупик. Сколько бы пропагандисты ни рассказывали истории про светлое новое будущее, в капитализме ваши дети будут жить точно так же, или даже гораздо хуже, если вообще будут жить, если будущее не сгинет в мареве ядерной империалистической войны. Сейчас за свои права и за комфортное будущее для наших детей нужно бороться. Бороться сообща, чтобы вырвать страницу людоедской буржуазной формации из истории человечества. Предотвратить неминуемую капиталистическую катастрофу и построить справедливое прогрессивное общество. Один за всех и все за одного.